Кто бы мог подумать, что двое участников BTS, Чингук и Тэхён Ви, снова станут горячей темой для обсуждения, на этот раз не в Корее или Америке, а в России. Несколько московских развлекательных СМИ недавно отметили их внешность и харизму, которые, как считается, выходят за рамки культурных и языковых границ. В сообщениях, циркулирующих в российских социальных сетях, Чингук и Тэхён были названы иконами всеобщей привлекательности, способными привлечь внимание публики всего одним фото или кратким появлением. Несколько российских журналистов даже похвалили элегантный стиль Тэхёна и его мощную ауру, которую они сочли новым стандартом мировой красоты. В одной популярной статье российского развлекательного издания говорилось: «Они не только красивы, но и обладают природным обаянием, которое очаровывает без слов». Звездочка этого высказывания мгновенно стала вирусным среди российских армий, которые гордились тем, что их кумиры получили широкое признание в зарубежных СМИ. Не только в СМИ, имена Чингука и Тэхёна широко обсуждались на российских платформах, таких как ВКонтакте и Телеграм. Многие фанаты публиковали их последние фотографии с фотосессий и отдельных проектов, осыпая свои ленты комментариями вроде «Звездочка, их внешность просто нереальная». «Звездочка и звездочка, сочетание Чингука и Тэхёна просто волшебное». Звездочка. Эта бурная реакция российской публики доказывает, что привлекательность BTS, особенно Чингука и Тэхёна, поистине глобальна. Они не только талантливые музыканты, но и символы элегантности, зрелости и безграничной харизмы. Армии по всему миру гордятся тем, как эти две звезды продолжают покорять сердце миллионов, даже в такой далекой стране, как Россия. Примечательно, что некоторые российские фанаты даже начали проводить небольшие фан-встречи в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать популярность Чингука и Тэхёна. Они выставляют фотографии, видео и даже большие фрески с изображением Тэхёна в кафе и общественных местах. Многие говорят, что привлекательность этой пары заключается не только в их привлекательной внешности, но и в позитивной энергетике и теплоте, которые они излучают, вдохновляя всех, кто знакомится с BTS. Одна из вещей, которая привлекла наибольшее внимание в российских СМИ, это близкие отношения между Чингуком и Тэхёном. Многие считают их химией естественной и сильной, как на сцене, так и за кадром. В нескольких старых развлекательных шоу их эмоции и поддержка снова стали вирусными в России, что побудило многих поклонников назвать дуэт символом настоящей корейской дружбы. Более того, несколько российских инфлюенсеров и создателей контента начали снимать видео, анализируя их одежду, жесты и мимику. Один популярный аккаунт в TikTok даже сравнил элегантный стиль Тэхёна с европейской моделью, а ауру Чингука, как говорят, напоминали юную голливудскую кинозвезду. Комментарии вроде «Они выглядят как живые киногерои» заполонили раздел комментариев. Растущая популярность Чингука и Тэхёна в России также повлияла на продажи кей-поп-продукции в этой стране. Сообщается, что альбомы, фотокарточки и даже товары с тематикой BTS стали пользоваться огромным спросом. В некоторых российских интернет-магазинах товары закончились буквально через несколько часов после того, как Тэхён появился в своей последней международной фотосессии. Это демонстрирует их значительное влияние на мировой рынок, в том числе в Восточной Европе. Благодаря вниманию СМИ, поддержке фанатов и признанию со стороны различных сторон, Чингук и Тэхён стали считаться транснациональными культурными иконами, связывающими Корею и Россию благодаря своей музыке и личностям. Многие считают, что это только начало новой главы в их международной карьере. И одно можно сказать наверняка: обаяние Чингука и Тэхёна не перестанет пленять мир. Посреди суеты международного мира развлечений имена Чингука и Тэхёна теперь звучат во всех уголках России. От заснеженных улиц Москвы до теплых кафе Санкт-Петербурга, их история уже не просто история двух кей-поп-айдолов, а история двух личностей, объединивших сердце миллионов людей из разных культур. Обозначение России. Многие российские фанаты признаются, что, впервые услышав песни BTS, не до конца понимали их смысл. Но, видя выражение лиц Чингука и Тэхёна во время каждого выступления, они чувствовали нечто более глубокое, универсальную эмоцию, не поддающуюся никакому языку. Словно каждый взгляд, улыбка и жест передавали невысказанную историю.
В социальных сетях появились тысячи обсуждений того, как присутствие Чингука и Тэхёна придало многим молодым россиянам смелости мечтать. Они видят, как два простых трудолюбивых корейских парня оставляют свой след в мире. «Они научили нас, что для мечты нет слишком больших расстояний», написал один из пользователей ВКонтакте, собрав 1000 лайков. Более того, русское сообщество ARMY стало символом трансграничной дружбы. Многие изучают корейский язык, чтобы лучше понимать тексты и послания BTS. Некоторые даже проводят небольшие курсы, пишут стихи и рисуют портреты Чингука и Тэхёна на стенах в своих городах, не просто из восхищения, а из чувства связи, которое исходит из самого сердца. И на каждом фан-проекте они неизменно повторяют одно и то же: мы можем говорить на разных языках, но наши сердца едины, мы любим одинаково. Эта фраза стала своего рода мантрой для многих российских ARMY, живым доказательством того, что музыка и любовь не знают границ. Восхищение российской публики Чингуком и Тэхёном теперь выходит за рамки мира развлечений. Многие культурологи обсуждают, как эти две иконы к-поп положительно влияют на международные отношения, особенно на молодое поколение. В московских университетах студенты, специализирующиеся на азиатских языках и культуре, часто используют BTS в качестве темы для исследований, а их преподаватели считают этот феномен ярким примером мягкой силы Южной Кореи, успешно преодолевающей культурные барьеры Восточной Европы. В интервью российскому СМИ профессор культуры сказал: Тэхён и Чингук не просто музыканты. Они – эмоциональный мост между двумя разными мирами, Востоком и Западом, которые теперь понимают друг друга через гармонию. Эти слова затем широко распространились среди российских армий, многие добавили комментарии, полные гордости и эмоций. Многие молодые россияне также отметили, что встреча с ними вдохновила их на создание собственных произведений. Некоторые начали заниматься музыкой, учиться танцам и даже открыли каналы на YouTube, чтобы смотреть выступления Тэхёна и Чингука. Некоторым из них удалось набрать 1000 подписчиков, сделав дуэт источником вдохновения для нового поколения россиян, стремящихся смело выражать себя и мечтать о большем. Тем временем в интернете хэштеги #Тайюнгин-Руссия, #Юнка-Акмагич и #Тайка-Акинмаща часто возглавляют топы трендов Twitter/X-Russia, когда появляются новые новости от этих двоих. Даже когда Чингук публикует простое фото или Тэхён появляется в новой рекламе, российские ARMY быстро превращают этот момент во всемирный праздник любви и тепла. Чингук и Тэхён стали не просто айдолами, они стали символами всемирного братства. В мире, часто разделенном различиями, они доказывают, что одна улыбка, одна песня или один совместный момент могут соединить сердце в любой точке мира. В конечном счете, история Чингука и Тэхёна – это не просто история двух кей-поп-звезд, пробившихся на международный уровень, это история о том, как два искренних сердца могут вдохновлять мир. От Сеула до Москвы, от концертных площадок до экранов мобильных телефонов, они доказывают, что искренность, трудолюбие и любовь способны преодолевать язык, расстояние и культуру. В России их воспринимают не только как айдолов, но и как символы надежды и единения. Их музыка – напоминание о том, что красота кроется в многообразии, и что каждая нота, каждая строчка песни несет в себе универсальное послание человечества. Даже когда софиты погаснут и сцена опустеет, имена Чингука и Тэхёна будут звучать не только в сердцах армии, но и в сердцах тех, кто испытал волшебство двух душ, сияющих под небом мира. И, возможно, где-то в заснеженной России все еще живет фанат, смотрящий в ночное небо и шепчущий «Спасибо, Чингук». Спасибо, Тэхён. Потому что благодаря твоей музыке мы научились любить сильнее и мечтать без страха. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the